Я не знаю, что вы сделали в последнее время, что вам сегодня так крупно повезло. Потому что ваш счастливый день 100% сегодня. Когда вы досмотрите это видео, вы будете понимать, что вам очень повезло, что это видео попалось вам в руки. Возможно, YouTube вам его предложил, возможно, кто-то его посоветовал, но вам очень повезло, что вы нашли это видео. Поэтому, пожалуйста, добавьте его в избранное, потому что мы, как обычно, не добавляем, не сохраняем, а потом бегаем, ищем, где же мы это видели. Вот добавьте его в избранное, потому что вы постоянно будете к нему возвращаться. Это, по сути дела, как ваша настольная книга, с помощью которой вы будете понимать впоследствии, как вообще в целом торговать на бирже. Потому что сегодня я расскажу 3 простых шага, 3 элемента, 3 кита, на котором вообще в целом выстраивается любая торговля, будь то занятие трейдерством, трейдингом, будь то инвестирование, будь то просто какие-то спекуляции, все на этом выстраивается. И честно сказать, ничего подобного из подобных видео, которые сегодня вы посмотрите, я не видел ни в русском сегменте интернета, ни в западном, поэтому вам сегодня очень повезло. Во-первых, мы начнем с того вообще, почему растет либо падает цена. Если вы хотите заниматься трейдингом, то вы должны это понимать. Иначе толку не будет никакого. Вы должны знать, почему вообще это работает. Если едет, например, куда-то автомобиль, вы должны знать, почему он едет. Потому что там есть бензин. Вот на рынках происходит то же самое. Только вместо бензина здесь у нас выступают капиталы. Предположим, у нас растет рынок. Что нам это говорит? Нам это говорит о том, что в рынок заходят крупные капиталы на покупку. Причем я говорю капиталы. Это может быть как один какой-то крупный участник рынка, да, у которого просто большие капиталы, да, ну, например, какой-нибудь миллионер, грубо говоря, или триллионер какой-нибудь пришел. А может быть сотня тысяч мелких каких-то трейдеров с небольшими депозитами, которые делают синхронные действия, например, покупают. Вы можете, если вы только пришли в рынок, вы можете загуглить такую бумагу под названием GameStop. Так вот, компания GameStop с уровня $3 взлетела до уровня $120, и к этим $3 она вновь не вернулась никогда, хотя на минуточку после вот этого взлета прошло уже несколько лет. Причина этого в том, что на рынок зашли мелкие трейдеры, которые стали массово покупать эту бумагу. Там был определенный хайп, определенная новость. Если вы загуглите, узнаете довольно интересную историю. Но сейчас моя задача в другом. Моя задача вам объяснить, что если рынок растет, значит капиталы заходят в покупку. Если рынок падает, значит капиталы наоборот закрывают свои покупки, либо наоборот продают. Все бы было просто, но есть небольшой нюанс. На рынке существует не просто покупатель и продавец, а существует 4 участника рынка. 2 покупателя, 2 продавца. Это связано с тем, что в рынках у нас существует 2 типа ордеров. Первый тип – это рыночные заявки. Рыночные заявки исполняются мгновенно. То есть вы нажали на кнопку, заявка ваша исполняется мгновенно. Например, захотели купить, нажали на кнопку, сразу же купили. И также есть лимитные заявки. Лимитные заявки еще называются пассивными ордерами. Вы захотели купить, нажали на кнопку, выставился ваш лимитный ордер, и пока в рынке не появится рыночный продавец, ваш лимитный ордер будет висеть в рынке. Может быть даже такое, что ваша позиция лимитная никогда в принципе не исполнится. Рыночные и лимитные заявки сводятся специфическим образом. Рыночная заявка на продажу сводится с лимитной заявкой на покупку. То есть, с одной стороны, кто-то покупает лимитным ордером, в то же самое время кто-то рыночным ордером продает. Рыночная заявка на покупку сводится с лимитной заявкой на продажу. По сути дела, то же самое, только зеркально. Пожалуйста, сфотографируйте вот эту схему, это очень важно. Это очень важно, и нам потом впоследствии пригодится. Либо сделайте скриншот, потому что мы будем потом впоследствии к этому возвращаться. Это немного сложно понять, но давайте мы сейчас переведем на обычный бытовой язык. Вот вы захотели купить долларов, например, вот именно физические доллары, либо любую другую валюту. Вы приходите в обменник, и какой тип ордера вы будете делать сейчас? По сути дела, вы делаете рыночную заявку. Вы хотите прийти и сразу же купить. Вы не выставляете, что вот я куплю твою позицию там по 50 рублей за $1, я тогда куплю. Нет. Так делает банк. Банк выставляет курсы. То есть он покупает по одной стоимости, продает вам по другой стоимости. И у банка, по сути дела, лимитная позиция. Он поставил курсы, он сидит и ждет, пока в рынок придет соответствующий рыночный
покупатель либо продавец. Ну, то есть, грубо говоря, Вася, который захотел купить либо продать доллары. А у Васи, в свою очередь, рыночная заявка. Теперь давайте вернемся вновь к рынку. У нас на рынке существует 4 типа ордеров. Вот я вам здесь открыл панель, где мы можем сделать сделку. У вас в терминале, может быть, это будет немножко по-другому выглядеть, но суть не будет меняться. У нас здесь есть Buy Market, то есть покупка по рынку. У нас здесь есть Buy Limit, то есть покупка лимитным ордером. У нас здесь есть продажа рыночным ордером, ну и продажа лимитным ордером. Теперь, если я захочу, например, продать рыночным ордером, я нажимаю кнопку, и мы видим, что у меня моментально исполняется ордера. То есть моментально вот мы уже даже стали что-то здесь зарабатывать. 21 цент мы уже здесь заработали. В то же самое время, если я захочу, например, продать лимитным ордером, обратите внимание, я нажимаю на кнопку, выставляется здесь заявка, я могу двигать каким-то образом. И пока в рынках не появится рыночный покупатель, моя заявка будет висеть в рынке. Может быть такое, что рынок попросту возьмет и уйдет, например, вот тут наша заявка сейчас стоит. Вот появилась здесь наша заявка, я поставил ее отображать на графике. Может быть такое, что, конечно, рынок попросту уйдет от нашей заявки и не исполнится, например. Ну, по каким-то причинам, например, здесь появится мощный продавец, и он зайдет в позицию раньше нас. Может быть такое, вполне вероятно. Давайте закроем эту заявку и попробуем сделать то же самое, но теперь с покупкой. Я нажимаю «Купить по рынку», и мы видим, что моментально у нас исполняется позиция. Мы стали по ней даже что-то немножко потеряли по ней. Давайте закроем нашу сделку. Если я хочу купить лимитным ордером, я нажимаю «Покупку», вот выставляются лимитные ордера, и пока в рынках не появится продавец соответствующий, в нашем случае рыночный продавец, заявка никак не исполнится. Давайте мы дождемся момент, пока цена подойдет все-таки к нашей заявке, поднимем ее чуть-чуть повыше. На самом деле это огромная головная боль, потому что бывают такие инструменты, вроде там облигаций, например, где ты выставил заявку, ты можешь прождать, мы здесь прождали там меньше минуты. Как-то раз я пытался загрузить позицию 2,5 месяца, и это, конечно же, есть определенная проблема. В чем принципиальная разница между рыночными ордерами и лимитными, ну помимо исполнения? В том, что только рыночные ордера, еще они называются агрессивные, сдвигают цену. То есть цена двигается только за счет того, что в рынках есть рыночные ордера. В свою очередь лимитные ордера цену наоборот замедляют и останавливают. Иными словами, предположим такую ситуацию. Какой-нибудь миллионер поставил здесь большую крупную лимитную позицию, например, на огромный сумасшедший объем. Цена у нас растет, потому что в рынках у нас есть достаточное количество рыночных покупателей, поэтому цена у нас растет, доходит до этой лимитной позиции, и в рынках не находится большого количества покупателей по рынку. Что будет происходить с ценой? Вариантов здесь на самом деле не так и много, но ясно то, что цена не пойдет выше этой лимитной заявки, пока эту лимитную заявку не разберут. Пока здесь не появится достаточного количества рыночных агрессивных покупателей. Может быть такая ситуация. Например, поставили лимитную заявку на 100 миллионов. Цена один раз подошла к этой заявке и частично, например, ее исполнила. Отпрыгивает от этой заявки, вновь подходит, и здесь уже осталось, например, не 100 миллионов, а допустим 60 миллионов. Вновь начинает отпрыгивать от этой заявки. И таким образом каждый раз эта заявка лимитная все уменьшается до той поры, пока рынок не пробьет эту заявку и, соответственно, не пойдет выше. Скажу еще немного попроще. Вот у нас есть стакан цен. И, соответственно, здесь указана цена 0,44, 44, 43, 42, 41, 40. И здесь на 40 мы видим большую лимитную заявку. Кто-то поставил заявку на покупку на 115 тысяч монет. Ну, на 120 это показатель меняется, понятное дело. Пока в рынке не найдется мощный продавец по рынку, который сможет выкупить всех этих желающих купить лимитным ордером, цена вниз не пойдет. И мы видим, как цена у нас вначале один раз подошла, отпрыгнула, пробила все-таки и пошла дальше вниз. И теперь у нас, например, обратная картина. Вот здесь сверху большая лимитная заявка на продажу. Пока в рынках не будет достаточно мощный рыночный покупатель, либо покупатели по рынку, цена наверх не пойдет. Мы видим, как цена подходит к этой лимитной заявке и отпрыгивает. Вновь подходит к этой лимитной заявке и вновь отпрыгивает. И вновь подходит и вновь отпрыгивает.
Да, так будет продолжаться, ну, достаточно долго, пока в рынках не появится мощный покупатель. Я на секунду отвлекся, и все-таки он появился. Теперь мы понимаем, да, что в рынках у нас существуют разные типы ордеров, что это влияет непосредственно на рынок, и что большие лимитные заявки являются своего рода некой преградой ценой. И давайте мы все это немножечко повторим. Участники рынка бывают разные. Бывают как мелкие какие-то игроки, так и крупные. Большие лимитные позиции вызывают замедление рынка. То есть рынок замедляется, и пока не поглотит все эти лимитные ордера, рынок никуда дальше не пойдет. Участники рынка бывают разные. Что имеется в виду? Мы с вами рассматривали пример, когда кто-то выставил крупную какую-то лимитную позицию, да, и рынок не может пойти сквозь эту лимитную позицию. А теперь предположим другую ситуацию. Допустим, есть участники рынка, которые массово, примерно плюс-минус в одном диапазоне выставили лимитные ордера на продажу. По сути, мы имеем то же самое, только вместо одного какого-то крупного участника, миллионера, который поставил большую позицию, у нас есть там, например, сотни мелких трейдеров, которые выставили мелкие лимитные позиции. Эффект будет точно такой же, как будто бы здесь есть один, собственно говоря, участник рынка. Да, эти, в общем-то, трейдеры, может быть, между собой никак не согласованы, но эффект будет точно такой же, потому что нам важно не проявление какого-то крупного игрока, мелкого игрока, нам важно перетекание капитала, нам важны именно капиталы, куда они направлены, и как они, где выставлены и так далее. Зачем нам вся эта свистопляска с лимитными ордерами, рыночными ордерами нужна? Дело в том, что если мы заранее будем знать по набору определенных специфических признаков, что у нас, например, цена подошла к большой лимитной заявке, то, соответственно, дальше мы будем ожидать движения вниз. Потому что мы понимаем, что капиталы не смогут сразу поглотить эту лимитную заявку, следовательно, цена у нас свалится вниз. Мы, конечно, дойдем в этом видео до ряда специфических признаков, с помощью которых мы сможем это понимать. Но на данный момент нам необходимо остановиться на именно покупателях и продавцах. Лимитный покупатель, лимитный продавец. Я надеюсь, вы это поняли. Если вам сейчас сложно, потому что это все-таки сложно понять, мы в реальной жизни с этим не сталкиваемся. Не требуйте от себя какого-то, знаете, что вы бац, сразу поняли. Не будет так, не получится 100%. Если вам будет лучше, то можете посмотреть мой бесплатный вебинар, он также находится здесь на YouTube, нигде не надо регистрироваться. Ссылку увидите тоже в подсказках, в комментариях. Перейдете, ознакомитесь с вебинаром, там я еще более детальнее разжевываю, это вот прям совсем, вот прям на совсем понятном языке, но правда вебинар час длится, поэтому понятное дело, это видео хотелось бы сделать, конечно, чуть поменьше. Следующий шаг, следующий кит – это поддержка и сопротивление. Что касается поддержки и сопротивления, тоже на эту тему есть вебинар, где вот прям разжевывается на молекулярном уровне. Но тема на самом деле очень простая. Что нужно запомнить? Это то, что в рынках существуют опорные места, где цена будет дорогой, грубо говоря, либо дешевой. Вот вечно, когда я говорю дорогой и дешевый, меня в этой связи очень часто ругают мои коллеги. Говорят, что у цены не бывает дорогая либо дешевая, бывает либо низкая, либо высокая. Но можно и так сказать. Вот, предположим, есть какой-нибудь телефон, да, и, допустим, его стоимость там, ну, например, 300 тысяч рублей. Если мы открываем внезапно какой-нибудь marketplace и смотрим, что этот телефон стоит вместо 300 тысяч, например, 500 тысяч, 500 000, ну что лично я буду делать? Лично я, наверное, подумаю, как этот телефон продать, чтобы заработать вот эту вот курсовую разницу в 2 раза, грубо говоря. А на эту разницу я могу что-то еще купить там по оси другого производителя, но, грубо говоря, такие же по качеству. То же самое применимо и для движения вниз. Если я открываю Marketplace и посмотрю, что этот телефон вместо 300 тысяч стоит 50, ну что я буду делать? Да я как не в себя куплю эти телефоны за 50 тысяч. Ну, конечно, я подумаю, что с ними не так. Но тем не менее, если предположим, что телефоны хорошие, куплю на все деньги эти телефоны и буду потом перепродавать. В рынках происходит, в акциях то же самое. Есть опорные точки, где стоимость бумаги, криптовалюты, фьючерса, чего угодно становится неоправданно дорогой или перекупленной, грубо говоря, либо перепроданной в случае, если это пример зеркальный для движения вниз. Эти места формируют поддержку и сопротивление. Еще это называется уровни. Чтобы определить поддержку и сопротивление, достаточно просто посмотреть, где рынок достаточно сильно стал разворачиваться в обратную сторону. Конечно, если вы начинающий, у вас будут в этой связи небольшие проблемы, потому что будет везде хотеться делать эту поддержку и сопротивление.
Важно выставлять ее там, где рынок действительно развернулся очень мощно в обратную сторону. Вот здесь есть область поддержки, то есть цена как бы поддерживается, грубо говоря, этой областью. А вот здесь есть сопротивление, то есть цена как бы сопротивляется на этой области. Здесь у нас тоже есть область поддержки. Видим, что после этого цена у нас развернулась в обратную сторону. Зачем нам это нужно? Мы, конечно, можем анализировать рынок каждую секунду и можем анализировать покупателей, продавцов, спрос, предложение, искать лимитные ордера, рыночные и так далее каждую секунду, но никакого внимания не хватит. То есть, если вы так будете делать, вы вывезете, часам, мне кажется, 1,5-2 от силы. Это в лучшем случае. Обычно полчаса, и у меня лично мозг закипает, поэтому здесь нам необходимо смотреть картину в общем. И поэтому мы делаем такие опорные узлы, где появление каких-то крупных капиталов наиболее вероятно. Этими местами является поддержка и сопротивление. Иначе говоря, если я по набору специфических признаков увижу здесь, например, лимитного покупателя, я ничего делать не буду. Но если я увижу по набору специфических признаков, о которых поговорим чуть-чуть попозже, вот здесь вот крупного покупателя, тогда я буду подозревать, что рынок точно так же, как в прошлом, разворачивался, он сейчас точно так же и развернется. Причем это характерно не только для покупок, это характерно также и для продаж, то есть мы можем ожидать вот такого движения, либо можем ожидать пробоя и возврата вот такого движения. Схем на самом деле очень много, но важно именно держать в голове то, что мы имеем опорные точки, мы смотрим на эти опорные точки, и там мы стараемся найти покупателей и продавцов, найти капиталы, которые заинтересованы в тех или иных движениях. Причем, конечно, капиталы могут появиться, а могут и не появиться. Всякое бывает. Например, здесь рынок, например, может дальше пойти, как будто бы здесь ничего нет. Может быть такое. Может быть и здесь тоже пойти, как будто бы ничего нет. Но мы как трейдеры, мы люди, которые торгуем на бирже, мы торгуем вероятностью. У нас нет ничего точного. И вообще в целом в будущем, если вы начинающий, если вы слышите от кого-то, что рынок дойдет до уровня 20 тысяч, там развернется, потом дойдет до 30 тысяч, это либо дилетант, либо дурак, коих на Руси, конечно, немало. Поэтому трейдеры, если мы говорим про трейдеров, про настоящих трейдеров, они торгуют только вероятностью. Вот есть опорные точки, смотрим за вероятностями. Там есть вероятность, что что-то произойдет, но если это будет происходить, мы тогда присоединимся к победившей стороне. В чем суть? Суть в том, что когда мы увидели здесь мощного, например, покупателя, если он или они, например, крупные, мелкие, точнее, покупатели, которые заходят в позицию, зайдут в эту самую позицию, им же надо как-то с этой позиции выходить. Как они это будут делать? Ведь мы с вами выяснили, что рыночные ордера толкают рынок. Лимитные ордера рынок сдерживают. Естественно, им нужно будет как-то выходить из своей позиции. Все это растянется через некоторое время. И самое главное, им нужно место, где их позиция будет удовлетворена. Иными словами, если я здесь зайду в покупку, чтобы выйти с этой покупки, если у меня мощная, например, покупка, я могу выйти рыночным ордером. Чтобы выйти из покупки, мне нужно продать. И, соответственно, у меня будет вот такое большое движение. Ну, если позиция у меня мощная. То есть, как вы понимаете, каждый последующий объем будет похуже для меня цене. То есть я, грубо говоря, против себя буду работать, да? Это первый вариант. Я также могу, например, выйти лимитным ордером в один присест, поставить здесь большой лимитный ордер. И что тогда будет происходить? Будет происходить то, что мы говорили до этого. Рынок его попросту не исполнит. Поэтому, что мелким каким-то участникам, что крупным участникам, нужно место, где их позиция будет удовлетворена, где они смогут найти такое количество покупателей или продавцов. Этими местами является следующий мощный уровень поддержки либо сопротивления. Иными словами, если кто-то здесь из крупных участников рынка заходил в позицию, будьте уверены, что рынок будет двигаться вот сюда, к новым капиталам. Также трейдеры говорят, что капиталы находятся в областях поддержки и сопротивления. Здесь находится капитал, здесь находится капитал. И даже вы будете потом впоследствии слышать такую фразу, что рынки двигаются от капитала к капиталу. Иначе они двигаются от области поддержки к сопротивлению и так далее. При этом движение всегда будет направленное. Например, если здесь заходил какой-то мощный продавец, то движение к следующей области, в нашем случае поддержки, будет направлено. То есть рынок может как-то двигаться к какой-то
какой-то пилой, но тем не менее он до сюда дойдет. Это если вы правильно нарисовали область поддержки и сопротивления. Бывает, конечно, ряд исключений, и про эти исключения лучше вам отдельное видео посмотреть про поддержку и сопротивления. Тоже ссылку оставлю в подкреплении. Посмотрите, будете лучше в этом разбираться. Но пока что вот у нас, пусть для вас пока что будет вот такая вот примитивная версия, чтобы это все не усложнять. Хорошо, еще раз повторим. В рынках существует поддержка и сопротивление. Рынки двигаются от капитала к капиталу по направленным движениям. И пока в рынке есть нереализованный капитал, движение остановить невозможно. Когда рынок подходит к поддержке и сопротивлению, мы же все-таки должны там найти какие-то крупные капиталы, да, то есть лимитного покупателя, либо лимитного продавца, либо капиталы, которые направлены. Мы это можем делать только по триггеру. Триггером в данном случае выступает модель молот, но это может быть любая другая модель. В данном случае молот, что из себя представляет вообще в целом эта модель? Давайте мы разберем, допустим, вот этот бычий пример. Рынок у нас открывается на этой отметке, двигается вниз, происходит что-то, а и что-то я подразумеваю, происходит перехват инициативы, то есть мощные продавцы, которые были в рынке, вначале рынок толкали вниз, и они все были выкуплены, у нас в рынок заходят новые покупатели. Более того, с огромной вероятностью здесь находится лимитная заявка на покупку. Вспоминаем пример, который я говорил про шар и про мяч. Да? Вот у вас есть преграда в виде лимитных ордеров. Когда вы кидаете шар, это как будто бы ваш рыночный ордер. И цена ударяется об эту плотность лимитных ордеров и отскакивает. Отскакивает, потому что с одной стороны у нас рыночные ордера на продаже выкупаются, но с другой стороны никто этим не занимается, естественно, и поэтому в рынках у нас остаются рыночные ордера на покупку, вследствие чего у нас цена и разворачивается. Надеюсь, я тебя сейчас не запутал, да? В общем, важно уловить. У нас есть модель молот, и эта модель молот указывает на наличие в нашем конкретном случае мощного покупателя, который заходит лимитными ордерами. Все это должно произойти в области поддержки и сопротивления. В идеале после формирования данной модели, давайте мы ее зарисуем вот таким образом, у нас должен быть импульс наверх. Зачем нам должен быть импульс? Почему он должен здесь появиться? Да, вот такая вот бычья свеча наверх. Потому что нам в идеале, конечно, увидеть, что мало того, что здесь есть лимитные ордера, которые поглотили все, соответственно, продажи по рынку, у нас также желательно увидеть и рыночные ордера, то есть резкое движение наверх. Частично это происходит в самой модели молот, но желательно, чтобы это было и в отдельной свече. И теперь наша суть в следующем сводится. У нас есть область поддержки и сопротивления, которая была сформирована в прошлом. Рынок у нас движется, пробивает эту область поддержки и сопротивления, откатывает вниз с обратной стороны. Здесь мы ожидаем появления мощного покупателя, потому что это область ценности. Здесь есть вероятность, что появится какой-то покупатель, либо продавец. Как мы можем понять о том, что он здесь появился? Мы это можем понять по наличию триггера. То есть мы должны увидеть вот такую свечу молот. Мы можем увидеть какой-нибудь пин-бар. Мы можем увидеть любую другую модель, которая укажет на это. Например, вот такую мы можем модель увидеть. Движение вниз, небольшие свечки, движение наверх. Можем увидеть вот такую модель. Движение вниз. После этого, например, резкое движение наверх. Вот соедините эти две свечи, у вас появится модель молот. Может быть такая модель, например, небольшое движение, резкое движение вниз, потом небольшое движение наверх и резкое импульсное движение наверх. Любая модель, которая укажет на разворот. Их много, этих моделей, но вот давайте мы остановимся на вот этих основных, которые желательно, чтобы вы следили. Если вы начинающий, не смотрите другие пока что. Вот давайте только на вот этих моделях остановимся. Пожалуйста, сфотографируйте это или сделайте скриншот. Это очень важно. Вот суть трейдинга, одного из способов торговли именно в этом. Нахождение мест и, соответственно, там появление такой фигуры. Но дело не в фигуре, а дело в том, что здесь появляется мощный, в нашем случае, покупатель, лимитный покупатель. Теперь мы все это будем немножко отторговывать. Надо сказать, что, конечно, я немножко вам слукавил с самого начала, говорю, что это полностью все и так далее. Понятное дело, что это не все. И понятное дело, что за одно видео вы 100% трейдером не станете. Здесь, конечно, мне бы хотелось, чтобы вы приобретали наши обучающие курсы, чтобы вы уже как-то все в одном месте получили и подходили к вопросу комплексно.
Но если нет у вас возможности финансовой по каким-то причинам, хотя, как по мне, лучше накопить на обучение, чем деньги эти терять в рынке. Но тем не менее, если нет у вас этой возможности, пожалуйста, смотрите мои бесплатные видео на этом канале. И также обязательно посмотрите плейлист с моими сделками, с реальными сделками на реальном счете. Почему я это говорю? Потому что мы сейчас будем отторговывать все это на истории, но вы должны понимать, что это не просто вот я так историю подогнал, да, или мы здесь зарабатываем, потому что я знаю, что там было в будущем. Нет, я показываю вам идеальный пример, чтобы вы на этот идеальный пример смотрели и потом старались ориентироваться. Понятное дело, что в рынке у вас будут, все примеры немного не идеальны. Но всех студентов всегда во всех нишах обучают только на идеальных примерах, чтобы они понимали, на что вообще в целом ориентироваться. Если интересует не идеальный пример, милости просим мой плейлист с моими реальными сделками. Хорошо, вот у нас есть здесь, в данном случае, торгуется криптовалюта, но это может быть и курс, например, акций, либо другой какой-нибудь валюты, не обязательно криптовалют. Первым делом, что мы делаем? Мы оцениваем в общем ситуацию. Здесь у нас есть нисходящее движение, которое переросло уже в восходящее. Каждый последующий минимум и максимум у нас становится выше предыдущего. Это указывает на то, что в рынках у нас доминируют покупатели. Почему? Потому что покупатели готовы покупать по все более и более высоким ценам. Следующее. Мы поняли для себя, что у нас здесь лидируют покупатели. Значит, нам необходимо соединиться к покупающей стороне. И значит, вероятность дальнейшего движения наверх более сильна, чем на движении вниз. Что мы делаем дальше? Дальше мы выставляем области поддержки и сопротивления. То есть место, где у нас цена до этого сильно разворачивалась. Вот у нас есть область поддержки. Вот область сопротивления, она была пробита, а теперь стала областью поддержки. Мы видим, что рынок вновь к ней откатывает, и теперь нам важно дождаться триггер. То есть дождаться определенную модель. Этот триггер уже, по сути дела, произошел. Вот этот триггер был здесь. Вот этот триггер был здесь. Вот этот триггер происходит сейчас. Давайте я приближу. Пожалуйста, вот я сейчас приближаю, чтобы вы просто детальнее рассмотрели, но вы так не делайте. Потому что когда вы открыли немножечко графика, вот так вот, пару свечей, вы так никогда рынок не сможете анализировать. Вам нужно открыть как можно больше графика. Но чтобы вам глаза не сломать, я открываю как можно пошире, чтобы вы это смотрели вот детальней. Но вы так не делайте, еще раз говорю. И вот у нас тоже один из триггеров. Вот у нас тоже один из триггеров. То же самое, по сути дела, произошло. Было движение вниз через некоторое время. Появление хвоста, то есть происходит сжатие и происходит разворот наверх. О чем нам это говорит? Нам это говорит о том, что здесь у нас есть мощный покупатель. Рынок пытается пойти наверх, упирается в эти лимиты покупателя и начинает резко разворачиваться в обратную сторону. Снова подходит сюда, снова упирается в лимиты покупателя и снова начинает разворачиваться в обратную сторону. И так вот это уже получается первый, второй, третий, четвертый, даже пятый, мне кажется, подход. Здесь мы смело можем зайти в покупку. Стоп-приказ мы выставляем за эту модель плюс небольшой запас, то есть плюс-минус вот здесь. Take Profit, смотрите по ситуации, но здесь нужно сделать уточнение. Вот если есть возможность у вас следить за рынком, не выставляйте Take Profit, не надо. Ну, если есть хотя бы возможность, хотя бы, я понимаю, что вы рабочий человек, хотя бы вот нет-нет, там, смартфон взять, посмотреть. Если есть у вас возможность, смотрите. Если не ставьте Take Profit. Если нет возможности, ставьте тогда Take Profit. Потому что у меня было сотни примеров, когда у меня не было возможности следить, я не поставил Take Profit, и в итоге рынок пошел в мою сторону, потом развернулся и исполнил по стопу. Поэтому если нет возможности, ставьте обязательно защитные ордера, ставьте Take Profit и идите, занимайтесь своими делами. Где конкретно выставлять Take Profit? Вот я говорю по ситуации. Вспоминаем, что рынок у нас идет от капитала к капиталам, то есть от места, где были капиталы, к месту, где они, возможно, появятся. Следующее место, где у нас появится капитал, это следующая область сопротивления. Она находится вот здесь она находится. Вот я поставил по вот этому максимуму. И здесь она тоже проверяется. Это Take Profit, до которого мы можем ориентироваться. Если рынок все-таки пробьет этот Take Profit, у нас вот есть область, следующая область сопротивления. Видим, что после того, как рынок подошел к этой точке, он сильно свалился. Вот, произошло сильное падение. И вот мы дошли до нашей цели. Здесь важно сделать небольшое замечание. Обратите внимание, что у нас до первой цели было соотношение риска к прибыли
где-то 1 к 2. То есть, грубо говоря, мы рисковали $1 для того, чтобы заработать 1,5-2 доллара. Вопреки многим трейдерам, вы обычно, дальше вы, скорее всего, будете слышать истории, что нужно минимум 1 к 3 брать, соотношение риска к прибыли и так далее. Старайтесь не торговать математику, старайтесь торговать все-таки рынок. Да, и понятное дело, что если рынок вам не дает возможность заработать 1 к 3, например, а дает возможность заработать 1 к 1,5, 1 к 2, если вы будете использовать те принципы, которые я рассказал, у вас будет большая выборка положительных сделок, то есть вы будете больше делать положительных сделок, и, соответственно, вот это соотношение риска к прибыли вам не обязательно иметь прям совершенно там большое. Понятное дело, что если рынок предоставляет вам возможность, лучше брать 1 к 3, там 1 к 5 и так далее. Но заранее мы никогда не можем сказать, где рынок развернется. Поэтому мы и ориентируемся до ближайших крупных уровней, до которых рынок может дойти. Здесь рынок, кстати, и дошел, и пошел еще дальше, но дальше уже не будем следить. Хорошо, давай еще раз повторим 3 кита трейдинга. Первое. Помним про механику рынка. На рынке существуют только покупатели и продавцы, лимитные ордера, рыночные ордера, они между собой связываются. И наша задача как трейдеров находить, соответственно, мощных покупателей, либо продавцов, либо места, где это будут делать массово. Участники на рынках бывают разные. Большие лимитные позиции вызывают замедление рынка. Наша задача как раз таки находить эти места. Для этого мы будем использовать области поддержки и сопротивления, и рынки двигаются от капитала к капиталу, то есть от поддержки к сопротивлению по направленным движениям. Пока в рынках есть нереализованный капитал, движение остановить практически невозможно. Трейдеры торгуют только вероятности, и поэтому мы можем только строить какие-то предположения, что будет происходить то или иное, мы никогда не знаем это достоверно. Когда мы поставили область поддержки сопротивления, мы ожидаем всевозможных разворотных моделей. В нашем случае используется модель молот и другие. И когда рынок подойдет к этой области поддержки сопротивления, мы постараемся найти эту модель и зайти в сторону пробоя. Понятное дело, что сегодня я вам рассказал не все. И я рекомендую вам пройти свое обучение. Это нужно для того, чтобы вам к вопросу трейдинга, к торговле подходить комплексно. Вы не сможете никогда заработать и не сможете никогда научиться, если вы будете вот так вот от одного видео к другому прыгать. Вы никогда не научитесь. У вас 100%, если вы так делаете, занимаетесь самообразованием, 200% у вас каша в голове. Один говорит одно, другой другое, вы утонули. Вы утонули, у вас нет никакой твердой почвы под ногами, что-то одно, и здесь вот не все так однозначно, так сказать, да? Я знаю, как это решить. Вам нужно всего лишь один раз пройти мое обучение, чтобы у вас под ногами появилась твердая почва, чтобы вы понимали, что происходит. База должна быть. Она должна быть. Вы без базы ничего никогда здесь не достигнете. И причем это касается не только трейдинга, это касается любой сферы. Если вы хотите научиться водить автомобиль, вы идете к тому, кто умеет водить автомобиль. Он вас учит. Если вы хотите научиться там, допустим, заниматься хирургией, вы идете к тому, кто умеет это делать, то вам это объяснит. Я умею этим заниматься. Это умеют делать мои студенты, и вы тоже сможете это делать. Здесь нет на самом деле ничего сложного. Это тренируемый навык. Просто делайте так, как я вам говорю. По сути, я вам даю рабочие схемы, рабочие алгоритмы. Просто их соблюдайте. И это уже будет более чем достаточно для того, чтобы делать деньги на рынке. Так, как я делаю, так, как делают мои студенты. Еще раз говорю, здесь нет ничего сложного. У нас есть такие студенты, которые даже по-русски очень плохо говорят, но тем не менее даже у них есть результаты. Если у них есть результаты, у них, сами понимаете, из-за языкового барьера, какие проблемы у них возникают, то я думаю, что у вас проблем быть никаких не должно. То есть у вас все, так сказать, дороги открыты. Кроме того, если не сейчас вы трейдингом не займетесь, я даже не знаю, что у вас будет дальше, потому что сейчас идеальная возможность им заняться. Если сейчас не возьметесь, дальше будет сложнее. Сейчас просто идеальное время для того, чтобы этим заниматься. И вы еще этого не понимаете, потому что вы еще не зарабатываете, и поэтому вам трудно это донести, но просто поверьте на слово. Вот сейчас идеальное время, чтобы заниматься трейдингом. Раньше было не то, раньше было похуже. Дальше будет тоже немножечко похуже. Вот сейчас идеально. Рынки двигаются, они двигаются предсказуемо, они двигаются достаточно мощно, чтобы на этом зарабатывать. И сейчас идеальная возможность, чтобы зарабатывать. Просто не упустите свой шанс. И это видео, которое вы сегодня нашли, если вы его досмотрели до этот момент, это знак. Это, по сути дела, знак, что вы нашли это, и это ваш шанс. Не упустите его. Самое обидное, это когда ты получаешь шанс,
Просто-напросто его упускаешь. Не упустите этот шанс, я вас прошу. Зарабатывайте счастливо, на все находятся ссылки в описании. До встречи на рынках.